Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 21 февраля, и мы с вами проводим промежуточный выпуск. Я напомню, что промежуточные выпуски у нас выходят с понедельника по четверг. В пятницу я отвечаю на ваши вопросы. А в воскресенье мы проводим ставшими уже традиционными итоги недели с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жарновым. Я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели постоянно и прекрасно знают наш график, но я говорю для наших новых зрителей и слушателей. Итак, давайте обсудим сегодняшние события. Сегодня, конечно, сегодняшний день сделала выступление, я не назвал бы это посланием, выступление президента России Владимира Путина на довольно скучную аудиторию. Аудитория действительно была скучной, равно как и сама речь президента. Мы уже говорили о том, что президент перекроил свое послание, оно было безусловно, более насыщенным такими резкими заявлениями до воскресенья, до минувшего. В воскресенье произошли некоторые события, которые связаны с состоянием здоровья президента. Ему предстоит новая терапия, которая начнется 5 марта. В этот период Путин себя чувствует довольно скверно и не может полноценно участвовать как в проведении, как в руководстве СВО, так называемой специальной военной операции, которую мы прекрасно понимаем, что это война. И также не может полноценно принимать решения, адекватно реагировать на разные кризисы. Поэтому речь президента свелась к таким, тезисам. Объяснил, по крайней мере, тезисно, что происходит, в его понимании, что происходит. Конечно, не то, что происходит на самом деле. Речь президента – это ложь и фантазии. Ложь и фантазии. Из текущей речи стало понятно, что никакого транзита он запускать не собирается и будет дальше тянуть волынку о том, что все замечательно, и будет пытаться водить все заинтересованные стороны за нос, но не тут-то было. Послание, мы уже договорились, да, что это и было не послание, а речь президента слушали многие заинтересованные лица, в том числе и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, который по окончанию президентской речи, уже будучи в кругу людей, которые ему по духу близки, сказал интересное выражение. Я пока не буду пока повторять это выражение, это довольно интересно, это подчеркивает ту стратегию, которую будет вести эта группа людей, та стратегия, которую будет проводить эта группа людей в ближайшее время. Я думаю, наши уважаемые зрители и слушатели догадываются, в скором времени мы более детально расскажем об этом. По поводу президентских обещаний. Все, без исключения, экономические обещания – это, конечно, полная чушь, полнейшая. Решение создания каких-то новых коррупционных фондов, которые будут отмывать деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, где деньги, Зин? Помните, да, как у Владимира Семеновича в известной песне? Где деньги, Зин? Денег нет. Силуановы, Набиуллина, все в шоке. Все от обещаний президента, все прекрасно понимают, что деньги, обещанные президентом, брать негде. Ровным счетом негде. Этих денег не существует. Эти деньги живут в больной фантазии президента России Владимира Путина. Какую-то часть денег найдут регионы. Это безусловно. На регионы спустят разнарядку, и регионы будут пытаться где-то изыскать. Москва, вероятно, найдет какую-то часть денег обещанных, но на все программы, объявленные президентом, денег однозначно не хватит. Не хватит. Не просто не хватит, еще раз повторяю, их просто нет. Те крохи, которые найдут регионы для того, чтобы выполнить какие-то обязательства, которые сегодня, те экономические обязательства, которые объявил президент, это, конечно, ни о чем.
На олигархов немножко возложат такую миссию пополнять коррупционные фонды. Ну, заплатят, наверное. Наверное, заплатят какую-то часть, тоже не сомневаюсь. Но то, что касается государственных денег, их просто нет. Брать их просто негде. Огромный дефицит бюджета, который будет расти с каждым днем. Все рассказы Путина по поводу того, что не было бы счастья, да несчастье помогло, и вот сейчас наступает счастливая жизнь, якобы проводятся какие-то псевдореформы и так далее, и так далее, и так далее. Все это, конечно, полная чушь. Полная чушь в пользу бедных. 1,5 часа, по-моему, или час 45 президент что там вещал. Все это бред сивой кобылы. Не имеет к реальности по большей части никакого отношения. Все измышления про гендеры, про неофашистов, про нацистов, все, конечно, полная чушь. Полная чушь. Президент предложил стране смириться с войной, жить во время войны. При этом сказал, что экономика, конечно, на военные рельсы не будет перестраиваться. Ну, потому что все рухнет окончательно, буквально сразу. И все будет с каждым днем только лучше и лучше. Конечно, чушь полная. Удержать территории, захваченные, практически невозможно. И мы в ближайшее время увидим подтверждение моих слов. Все рассказы и все посулы, это, конечно, полная фантазия, еще раз повторяю. И, ну, с одной стороны, конечно, бред, а с другой стороны, по большей части ложь. Я понимаю, когда человек заблуждается, но когда человек говорит откровенную ложь, это уже, конечно, немножко другое. Я думаю, что мы с вами уже по большей части обсудили нынешнее послание, которое было, естественно, никаким не посланием. Это не было программной речью, это не было, безусловно, предвыборной речью, как многие решили. Нет никаких предвыборных речей. Президент готовится к лечению. Лечению, во время которого он чувствует себя крайне нехорошо. Во время последней терапии у него были серьезные проблемы. Ближайшее окружение даже немного волноваться начали, что испугались, что все может закончиться довольно быстро, но нет. Еще какое-то время помучается и помучает мир. По поводу выхода из каких-то договоренностей, из разных договоров, все мы видим лишь середину каскада, да, мы знаем, что огромное количество договоров денонсировано, где-то приостанавливает Россия свое участие, где-то полностью прекращает. Опять-таки, это все ерунда. Все полная ерунда. И ряд стран уже высказались довольно сухо по поводу решений Путина. Здесь больше беспокоит возможности проведения ядерных испытаний, но здесь тоже беспокоиться особо не стоит. Когда президент Владимир Путин говорит о том, что подготовленность сил ядерного сдерживания 91,3, по-моему, процента, готовность. Это чушь. Здесь все совершенно наоборот. Готовность сил ядерного сдерживания 8,7%. Ответственно вам это заявляю. Он говорит абсолютно цифры наоборот, переворачивая статистику в выгодную для себя сторону. Так. Я думаю, что сегодняшний выпуск полностью мы посвятили разбору послания президента. Я думаю, что в каком-то плане, наверное, кого-то успокоил, кому-то объяснил происходящее. Но мы с вами... Основные события будут развиваться уже довольно скоро. Надо обращать внимание, ведь мы с вами общаемся как раз для того, чтобы... Я вам иногда говорю, на что стоит обращать внимание. Стоит обращать внимание на поведение силовиков в ближайшие месяцы. Это очень интересная вещь. Надо смотреть на назначение, на поведение, на решения, которые будут приняты в ближайшие несколько месяцев. Я вас уверяю,
Мы еще будем подсказывать и говорить о том, что происходит, но я вас уверяю, все будет двигаться как раз в том направлении, в котором мы и рассчитывали. В этом плане президент нисколько нас не разочаровал. Он играет так, как от него и стоило ожидать. Другого, собственно говоря, ничего не предлагает. Ну да, это и к лучшему. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это самое главное, и это искренне. Мы работаем для вас. Если у вас есть желание нас поддержать, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите комментарий из 5 слов. А также, если вы смотрите нас или слушаете на территории России или Республики Беларусь, будьте любезны, смотрите нас с включенным VPN. Я уверен, что наши уважаемые зрители и слушатели это, безусловно, помнят, но еще раз напомнить, я думаю, не лишним. Большое спасибо. Хочу также напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon и есть наши криптовалютные кошельки. Развязка довольно близка. Ваша помощь нам не просто не лишняя, нам необходима. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.